Сегодня у нас в гостях студенты Мурманского арктического университета Настя Овчинникова и Антон Ширяев. Ребята приняли участие в проекте Bridge, прокладывали мосты, так сказать, между поколениями, студентами и предпринимателями. Доброе утро. Доброе утро. Так, рады, что успели поучаствовать в этом проекте, а то сейчас все отменено, все закрыто. Рада. Как вообще ощущения? Это наш не первый раз, получается. Антон уже был в первой сессии, я во второй, он был в Финляндии, я в Норвегии. И, получается, ребята, иностранцы, очень расстроились, что не приехали на самом деле. Но все это изначально должно было привести к тому, что должна создаться онлайн-платформа, где предприниматели могут выкладывать свои задания, а студенты должны это подхватить и дальше как раз-таки заниматься, кейсами, можно так сказать, получается. Так что проблем не было с дистанционным общением с иностранцами. То есть, по сути, это так все и должно было быть, в идеале-то. Но мы немножко опередили план, можно так сказать. Опередили. Так, хорошо, расскажи немножко о проекте в целом. Это такой дружественный проект между странами Скандинавии, между Финляндией, Норвегией, Мурманской областью, Республикой Карелией и Санкт-Петербургом. Суть проекта в чем? Существуют предприятия малого и среднего бизнеса в данных регионах, и, естественно, в процессе жизни любого предприятия они сталкиваются с какими-то проблемами. И наша задача в таких студенческих группах предложить им, собственно, решение этих задач, то, как им нужно двигаться, в каком направлении, со своей такой молодой, свежей точки зрения. С амбициями молодыми, да? Ты уже второй раз, принимаешь участие? Слушайте, что для вас лично этот проект? Для тебя уже второй раз ты уже принимаешь участие. А что успели сделать за этот раз? С кем успели познакомиться? Кому успели помочь? Получается, я была в первый раз в Норвегии, у нас была вторая сессия. И для меня проект Bridge в первую очередь это знакомство с людьми, то есть это и с другими студентами, и также с предпринимателями, может, с какими-то коучами. И получается, в первый раз мы помогали женщине, у нее было пустое здание, и ей нужно было что-то туда поместить, то есть мы искали какие-то... В общем, так получилось, что ее отец, он выкупил это здание, и там было много всего, то есть там была и школа, и библиотека, но сейчас оно пустует, и получается, нашей задачей было найти, что туда поместить, так сказать. Как лофт типа такого, да? И получается, это была первая задача. Сейчас мы работаем с турфирмой, нашей, мурманской. Антон? У меня на самом деле тоже с первым своим проектом, который был в Финляндии, еще первая сессия до Норвегии, тоже достаточно такая веселая история, потому что у нас был банный комплекс, такая сауна, финская настоящая, но проблема в чем? Там владельцем был достаточно пожилой человек, и он особо за ней даже не ухаживал, но при этом чего-то хотел от этого предприятия. И до того, как мы приехали непосредственно в Торнио, нам финны рассказывали, что, все более-менее хорошо, что надо просто там придумать. Когда мы приехали, мы увидели дырки в стенах, мы увидели грязные полы и пытались придумать, как это все направить в нужное русло и как это все разрекламировать, потому что даже предприниматель показывал через реку, собственно, и такой, смотрите, это мои шведские друзья, у них ровно такая же сауна, но она у них лучше. Сделайте еще лучше. А по поводу самого проекта, это для меня лично это большой опыт, потому что я, собственно, получаю образование экономиста и сейчас дипломную работу пишу по как раз ночному клубу, который и является одним из кейсов проекта, да. И буду пользоваться этими материалами, и общение с людьми, с иностранцами, с людьми с Питера, с Петрозаводска, вообще посмотреть, как люди смотрят на предприятия за границей, в других регионах. Это, конечно, очень интересно, даже как будущему специалисту. Естественно. Что для вас больше всего запомнилось? Есть такое? Осталось в памяти? Для меня, наверное, это поездка в Вардё. Я думаю, поездки всегда запоминаются. Как раз-таки в Норвегии мы были в Вардё, это один из самых северных городов. И было именно интересно, путешествие само, наверное, в первую очередь, нежели работа, конечно, и знакомство с иностранцами. То есть мы с некоторыми ребятами даже до сих пор общаемся. То есть, наверное, в первую очередь впечатления важны были.
Ну, я тоже соглашусь, что именно сами поездки, сама вот эта непосредственная живая неделя, она всегда самая интересная и всегда полна впечатлений, потому что если дистанционно все-таки, когда люди начинают общение, все немножко стесняются, немножечко так скромненько, общение чисто рабочее, чисто такое направленное на решение каких-то проблем, то уже во время недели народ начинает сближаться, начинает дружить, начинается уже более такое легкое общение, которое потом уже проецируется уже на последующей неделе, когда тоже, казалось бы, дистанционно, но становится проще, становится легче общаться с людьми, потому что они уже тебя видели, и ты их, собственно, видел, и, соответственно, все так. Такой дружный коллектив такой получается. Да, коллектив, происходит сплочение коллектива, становится проще и легче как-то взаимодействовать и придумывать какие-то идеи. В проекте должны были принимать участие наши соседи из Скандинавии, но в связи с такими обстоятельствами они не приехали. Повлияло это как-то вообще на проект? Но вы в самом начале сказали, что он дистанционный. Ну, да, Я даже не знаю, вообще повлияло или думаю, нет? что нет. Нет, не повлияло. Но вы хотели бы, чтобы они приехали? Ну, Конечно. безусловно, хотели, но как-то выкручивались из сложившейся ситуации, так как проект все-таки дистанционный, те же самые камеры, просто некоторые даже выносили их на предприятие, и вот так вот через мессенджеры, через, там, я не знаю, Skype, через другие какие-то приложения, просто показывали людей, даже где-то заставляли предпринимателей вспоминать свои познания английского языка и рассказывать на иностранном языке о своих проблемах, о своих кейсах. То есть нормально все было, прошло. Абсолютно. А какие перспективы у ваших проектов? Будете ли вы использовать этот опыт в дальнейшем в своем обучении? Ну, я так понимаю, мы оба экономисты, поэтому, конечно, будем. Это понятно. Да, а по поводу проекта, получается, как я уже сказала, я сейчас работаю с турфирмой, и я думаю, что у нас большие шансы на победу, потому что у нас хорошая сплоченная команда, получается, вот за неделю в Мурманске мы прям, можно сказать, стали друзьями, меня уже позвали в Петрозаводск, в Питер, вот, и по поводу перспектив, ну да, помимо профессионального опыта, это, конечно же, общение с людьми, общение на английском, то есть я думаю, что это очень полезный проект, лично для меня. Но здесь главное все-таки не победить, а... Участие. Да, вот именно в этом проекте здесь участие главное, и главное в том, чтобы разработать ту идею для предприятия, которая бы ей понравилась. Да, может быть, там в общей конве победить не получится, но если предприятие согласится на эту идею и попробует ее реализовать, ну, согласитесь же, это будет какая-то услада для души, когда Понятно. Вы будете смотреть и думать, вот, а это я сделал, я к этому приложил руку, поэтому... Настя уже настроена на победу. Я уже чисто, она кивает так, но на победу уже настроена. Участием, да, победить хочется. Хорошо. Спасибо большое, что пришли. Я напоминаю, что у нас в гостях были студенты Мурманского Арктического государственного университета. Спасибо вам. Спасибо.